Недавно меня посетила мысль. Интересно, а есть ли какие-нибудь игры про дронов? Дело в том, что будучи мелким, когда вся тема с дронами только начиналась, у меня был хоть и довольно дешевый, но дрон. Аккумулятор в нем держал порядка 5 минут, камера на уровне бюджетного телефона того времени. Но это было все неважно. Мне очень нравилось им рулить. И когда эти достаточно приятные воспоминания нахлынули, как раз тогда я задумался о играх о дронах. Я вбил в поиск дроны, и среди всего списка я увидел данную игру, решив, ну раз мир окончательно ёбнулся, почему бы мне не поиграть в ёбнутую игру? Первое, что меня встретило, это данное прелестное меню. Минималистично. Решив, что обучение для лохов, сразу стартанул с первой миссии. Видите вон тех болванчиков и их технику? А вот не должны. Все банально и просто. Помогать нам в этом будет вот так сюрприз. Дрон. Делятся они на два типа. Камикадзе, который непосредственно летит с бимбой, привязанной к его мордашке. А потом этой самой милой мордашкой мы должны влетать в болванчиков. А также и страйкер. Никуда он мордой влетать не собирается, а просто скидывает бимбы, как самый настоящий бомбардировщик. Также важно, у каждого типа дрона есть различные боеприпасы. Неплохо, что разрабы учли данную деталь. Ну и вот, снаряжаем наш дрон бимбой и вперед. Попыток у нас бесконечное количество, так что ложать можно смело. Камикадзе в плане управления представляет из себя что-то типа спортивного дрона. Летит он быстро, сам стабилизироваться он не спешит, ну, в целом оно и не надо. Привыкнув к управлению, я полетел к жертве, которая просто стояла и палила в воздух по приколу. Лечу прямой наводкой и... Оп, наебал. Решив, что этот БТР слишком простая мишень, а не потому что я промазал, я решил попробовать подбить БТР, который носился в поле. И вот в этом моменте я не понял. Я четко влетел в него, и сразу же после того, как я врезался, произошел взрыв. Но при этом на БТРе ни царапинки. Возможно, я, конечно же, чего-то не выкупаю. Но мне кажется, что это какая-то багулина. И данный случай — это далеко не последний раз, когда такая вот фигня случается. И это очень сильно раздражает. Хоть я и классный пилот, но я думаю, не стоит объяснять, что рулить этой шайтан-коробочкой тяжко. В общем, я вернулся к первому БТРу и прямой наводочкой бахнул прямо в крышу. На этот раз все получилось вообще без проблем. С этим разобрались. Возвращаемся к тому, что куролесит в поле. После еще нескольких неудачных попыток игра все-таки соизволила зарегать урон. Ну хоть танк взорвался с первой попытки. БТР, который также тупо стоял и стрелял, откинулся с первой попытки. Затем пошли грузовики. На удивление, тут было вообще без проблем. Помните, я говорил, что можно менять боеприпасы? Так вот, меняем, насколько я понял, на фугас и одариваем пехоту теплом и светом весеннего солнышка. Накатавшись на этой берендейке, я решил взять страйкера. Вот это уже похоже на классический дрон, который по управлению напоминает мой. Дрон тут летает чисто вперед, назад, вверх, вниз. Никакой специфики управления тут нет. Накидав хорошего настроения по окопам, я зачистил все на карте. И знаете, как игра сообщает окончание миссии? Вот так. Это все. Выходить нужно через меню. Налепили бы кнопочку «Выйти из миссии», что ли. Хз. При выходе в меню игра даже галочкой не пометила, что я миссию прошел. Про какое-либо оценивание прохождения на условной звездочке я вообще молчу. Но, в общем и целом, неплохая миссия, так? Что-то техника стреляет, и болванчики бегают, в окопах сидят челики. Вроде даже прикольно. Наверное, самое интересное, как обычно, впереди. Ну... Это было самое интересное, что могла предложить игра. Серьезно. Следующая миссия заключается в том, что нам нужно накидать лимонок в окопы. И все. Это настолько унылое занятие, что и как в первом уровне я этот этап пропустил, что и сейчас не собираюсь рассказывать про это скучнейшее задание. Разве что подчеркну деталь. Болванчики прячутся за доски, и найти их довольно тяжко. Это интересная задумка. Вторая миссия — это также полная унылая херня, которая проходится за минуты 3. Вся наша задача заключается в том, чтобы влететь на камикадзе в каждый дом этого села, предварительно прикрепив фугас к мордочке нашего дрона. Бам, 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 и на этом все. Да. Следующая же миссия на фоне двух предыдущих намного сложнее и интереснее.
Нам нужно найти и ликвидировать арту. И тут нужно применить смекалочку. Сразу я вообще не допер и просто летал по карте, пока не заметил кратеры. Логично подумав, что вряд ли бы так просто сюда прилетало, я подлетел, и действительно, вот она арта, а вот и бегают микрочелики. Ну все, казалось бы, поняв, что к чему, наверное, сложностей вообще не будет. Вспоминаем, что игра кривая, и по лучшим традициям подобных игр в раннем доступе. Сжимаем булки и понимаем, что следующие минут 10 пройдут охуенно. Дело в том, что этой арты кривая коллизия. Ну или по классике, снаряд тупо ничего не делал арте. Плюс подлетать к ней довольно тяжко. Ну, кое-как поборов компьютерных человечков, мы плавно переходим к, пожалуй, самому ленивому уровню в этой игре. Помните этот уровень с деревней? Конечно же помните, если у вас не альцгеймер. Это как тот уровень, но сделан еще ленивей. Смотрите, сейчас будет спидран. Speedrun.com жду создания категории, где я буду самым крутым и быстрым. И это все. Конечно, можно задаться целью и залететь вовнутрь, бахнуть болванчиков таким образом, но это уже начинается «развлеки себя сам». Как мне кажется, если в игре, которая четко поставила тебе задачу и которая не рассчитана на то, чтобы игрок креативил во время прохождения, это значит, что в игре большие проблемы геймдизайнерского плана. Так, ну что-то мало. Может, тут что-то еще есть? Не было до момента написания сценария. Буквально недавно разрабы добавили миссию, где ты в условиях полного тумана взрываешь, по всей видимости, бесконечно спавнящиеся лодки с двумя солдафонами. А если они прибудут на берег, то ничего не произойдет. Задумка, конечно, неплохая, но реализация как обычно. Что же могу сказать в заключение? Играл лучше в своем роде, но с одной оговоркой. Лучше чисто потому, что, как говорят, аналогов нет. Физика дронов неплохая, но, пожалуй, это единственное неплохое, что здесь есть. Уровни — это дрочь, в которую я бы никогда не поиграл бы, если не обзор. Баги — явление повсеместное. Танки могут чисто по приколу сделать сальтуху. БТР тоже не дурак, тоже любит финты крутить. Снаряды, которые не взрывают технику с первого раза. Достаточно глупые боты. Да и в целом, игра на любителя подобного рода времяпрепровождению. Хоть и игра в раннем доступе, но, честно говоря, я разочарован. Если была бы возможность, я бы, скорее всего, вернул бы свои деньги. Ну, если вам зашло, то я не осуждаю. Каждый имеет право играть в то, что ему нравится. А я желаю всем, чтобы подобные дроны оставались только в играх. Всем добра. Напас, лавандос, пачка папирос, причешопый волоснёй брос. Я не абсос, получи вибасос, ответь скорее на мой главный вопрос. Яйца болят, что я котят, тяжкие дни меня тяготят. Я Александр Грусть, мою кредо грусть, я Кубу насрал на его барабан. Поле чудес, Рауль Рамзес, в очке пылает адский замес. Крутится дерьмо, сектор приз, и мой хуй, он как кипарис.